Не покупайте отель, пока не досмотрите это видео до конца. Если вы помните, в прошлом ролике я рассказывала, почему иногда отговариваю клиентов от покупки отелей. Меня зовут Марина, вы на канале Дамлекс Realty. Сегодня я вам расскажу реальную историю одного такого клиента. Изначально он хотел купить большой отель на первой линии моря в Испании. После нашего разговора он полностью изменил свое решение. И знаете, что я ему предложила? Ничего нового. Разложить яйца по разным корзинам. Вместо того, чтобы вложить весь капитал в один большой объект, я предложила ему распределить инвестиции сразу по трем совершенно разным направлениям. Почему именно так? Потому что я не люблю, когда судьба инвестиций зависит от одного объекта или от одного рынка. Первое направление, которое я ему предложила — Мадрид. Сегодня это один из самых интересных рынков для долгосрочной аренды. В отличие от Барселоны, здесь нет регулирования цен на аренду. Поэтому мы рассматриваем покупку жилого здания, которое сразу будет приносить стабильный доход. Второе направление — это Барселона. Но здесь концепция уже совершенно другая. Я предложила искать не готовый арендный бизнес, а здание под реконструкцию. Здесь мы рассчитываем заработать уже за счет грамотной реконструкции и роста стоимости объекта. Но именно Барселона сегодня оказалась самым сложным рынком. Даже при очень серьезном бюджете найти хорошее свободное здание целиком крайне сложно. И причина не только в высоком спросе. В Барселоне до сих пор существует так называемая рента антигуа — старые пожизненные договоры аренды. Во многих зданиях до сих пор живут арендаторы, заключившие договоры десятки лет назад, еще во времена Франко. И пока квартира не освободится, собственник практически ничего не может с ней сделать. Поэтому большинство европейских инвесторов спокойно покупают такие здания и готовы ждать. А вот наши инвесторы, как правило, хотят купить полностью свободное здание и сразу начать работать с объектом. Найти такой вариант сложно, но возможно. И именно этим мы сейчас занимаемся. И третье направление — это побережье. Изначально клиент хотел строить в Барселоне, но именно я его от этого отговорила. Почему? Потому что строительство в Барселоне — это очень дорогая земля, серьезная конкуренция между уже застройщиками с именем и длительное получение лицензий. Новому инвестору конкурировать на этом рынке очень непросто. Поэтому я предложила перенести строительство на побережье. Тем более сейчас мы рассматриваем участок, где лицензия уже получена. А это значит, можно сразу начинать строительство, не теряя год или полтора на согласование. И стройка, в отличие от покупки готового объекта, требует поэтапного финансирования. Это тоже большой плюс. Почему я вообще предложила именно такую стратегию? Потому что это три абсолютно разных рынка, три разных подхода и три разных источника дохода. И если один рынок временно замедлится, два других смогут его подстраховать. Именно так строятся сильные инвестиционные портфели. А теперь представьте, что было бы, если бы он купил один большой отель, один объект, один рынок, один источник дохода и один огромный риск. Сейчас этот риск распределен между тремя совершенно разными инвестициями. И есть еще один очень важный момент. Представьте, что вам срочно понадобились деньги. Что проще продать? Несколько квартир или один огромный отель на 150-200 номеров? Ответ, по-моему, очевиден. Даже в кризис хорошие квартиры продолжают покупать, а крупный отель может ждать своего покупателя очень и очень долго. Именно поэтому ликвидность для меня всегда остается одним из главных критериев любой инвестиции. И еще одно наблюдение. После начала конфликта на Ближнем Востоке я вижу, как все больше крупных инвесторов из этого региона покупают недвижимость именно в Европе. Я уже знаю несколько довольно-таки крупных сделок и в Барселоне, и на побережье Коста-Браво. При этом вам постоянно рассказывают, как выгодно инвестировать у них. Но сами крупные инвесторы
продолжают складывать деньги именно здесь. Думаю, это тоже очень хороший повод задуматься. Если вы только начинаете инвестировать в Европе и не знаете, с чего начать, обращайтесь. Я с удовольствием помогу вам подобрать не просто хороший объект, я помогу выстроить инвестиционную стратегию именно под ваши цели, бюджет и уровень риска. Все контакты в описании, вы знаете, куда обращаться. С вами была Марина. Нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, комментируйте и до новых встреч. Пока-пока!